Дипломатический процесс между Россией и США снова оказался в центре внимания. Владимир Путин выступил с предупреждением перед сотрудниками ФСБ: существуют силы, заинтересованные в подрыве контактов между Москвой и Вашингтоном. Какие угрозы он видит? Как спецслужбы должны действовать? И кто стоит за попытками сорвать диалог? В своем обращении глава государства указал на активизацию внешнего давления, направленного на создание дополнительных препятствий в отношениях между Россией и США. По его словам, определенные силы стремятся исказить дипломатическую повестку, используя информационные вбросы, провокации и кибератаки. Президент обратил внимание, что любая попытка наладить взаимодействие между ведущими державами сразу же сопровождается всплеском дезинформации и внешнего давления. Это проявляется в виде политических заявлений, экономических ограничений, а также усиленной активности зарубежных спецслужб. Путин подчеркнул, что основная задача подобных манипуляций — формирование недоверия, дискредитация дипломатических контактов и создание искусственных конфликтов. Особую обеспокоенность вызывают попытки внешнего вмешательства в информационное поле России. Используются медийные инструменты, через которые продвигаются негативные сценарии, влияющие на общественное мнение и международное восприятие страны. Также президент отметил, что давление оказывается не только на российские структуры, но и на тех, кто выступает за нормализацию международных отношений. Это может касаться как отдельных политиков, так и представителей бизнеса, заинтересованных в двустороннем сотрудничестве. Но как ФСБ должно реагировать на эти вызовы? Какие конкретные меры уже принимаются? Какие меры принимает ФСБ? В ответ на угрозы, о которых заявил Владимир Путин, спецслужбы усиливают работу по защите дипломатического процесса. Это касается не только предотвращения внешнего вмешательства, но и комплексных мер по обеспечению безопасности ключевых переговорных механизмов. Первым шагом стало усиление контроля над информационным пространством. В последнее время зафиксирован рост попыток распространения ложной информации, направленной на подрыв доверия между странами. Российские спецслужбы анализируют источники подобных вбросов и работают над их оперативным нейтрализованием. Вторым направлением является противодействие кибератакам. Как показала практика, внешние игроки могут использовать технологии для влияния на внутренние процессы, включая дипломатические коммуникации. ФСБ совместно с другими структурами работает над предотвращением попыток несанкционированного доступа к закрытым каналам связи. Также уделяется внимание идентификации и нейтрализации агентов влияния, которые могут участвовать в распространении провокационной информации. Это касается как иностранных организаций, так и отдельных лиц, работающих в интересах внешних заказчиков. Кроме того, под особый контроль берется деятельность международных организаций, задействованных в формировании общественного мнения. Некоторые структуры уже не раз использовались для легализации дезинформации и создания выгодной определенным кругам политической картины. Но кто конкретно заинтересован в дестабилизации? Какие группы получают выгоду от срыва переговорного процесса? Кто мешает дипломатическому диалогу? Попытки дестабилизации российско-американских контактов — не случайные эпизоды, а часть целенаправленной стратегии. Она выгодна тем, кто наращивает влияние на фоне международной напряженности и использует конфронтацию для укрепления собственных позиций. К числу таких сил относятся отдельные политические элиты, продвигающие антироссийскую повестку. Некоторые зарубежные лидеры и их окружение видят в стабильных отношениях между Россией и США угрозу своим позициям. Для них важно поддерживать напряженность, чтобы оправдывать внешнеполитические шаги и внутреннюю политику, построенную на конфронтации. Крупные экономические структуры. Компании, связанные с военно-промышленным сектором и энергетическим рынком, напрямую зависят от политической нестабильности.
Для них любые попытки разрядки в международной обстановке означают потерю прибыли. Информационные агентства и лоббистские организации. Вбросы, направленные на срыв переговорного процесса, активно поддерживаются определенными медиа, аналитическими центрами и международными организациями. Они формируют нужную повестку, подогревая общественное мнение и создавая почву для новых ограничительных мер. Разведывательные структуры иностранных государств. Работа зарубежных спецслужб включает в себя не только сбор информации, но и активные действия по влиянию на дипломатические процессы. Это могут быть утечки данных, подготовка провокаций, поддержка протестных движений и даже подрывная работа в киберпространстве. Все это говорит о том, что ситуация требует комплексного подхода. Работа ФСБ направлена не только на устранение конкретных угроз, но и на стратегическую защиту национальных интересов России. Но что дальше? Какие новые вызовы могут появиться в ближайшее время? И сможет ли Россия эффективно противостоять внешнему давлению? Международные переговоры — сложный процесс, который требует не только дипломатического мастерства, но и защиты от внешнего влияния. Владимир Путин поручил ФСБ усилить контроль над попытками дестабилизации контактов между Россией и США. Какие новые риски возникли? Почему вмешательство извне становится все более активным? И какие шаги предпринимаются для защиты российской позиции? Манипуляции и попытки давления на переговорный процесс. Президент России обратил внимание на активизацию внешнего давления на переговорные механизмы. Это выражается не только в санкционной политике, но и в создании искусственных кризисов, направленных на усложнение дипломатических контактов. В последние месяцы наблюдаются попытки повлиять на российские переговорные позиции через экономические, информационные и политические рычаги. Используются механизмы прямого и скрытого воздействия, включая формирование ложной информационной картины. Международные аналитические центры и медиа создают обстановку, при которой любые шаги России на международной арене интерпретируются в негативном ключе. Политическое давление через международные организации. Некоторые институты, формально занимающие нейтральную позицию, используются как инструмент влияния на переговорный процесс. Создание кризисных ситуаций. Провокации, направленные на дестабилизацию, могут происходить как в информационном поле, так и в сфере дипломатических отношений. Цель этих шагов — ослабить позиции России на переговорах и вынудить ее принимать условия, выгодные другим игрокам. Но какие конкретные меры принимает Россия, чтобы предотвратить подобные сценарии? Усиление механизмов кибербезопасности и защита коммуникаций. Одним из ключевых инструментов внешнего воздействия остается кибератака на государственные структуры и дипломатические каналы. Попытки перехвата информации. Злоумышленники могут пытаться взломать каналы связи, чтобы получить конфиденциальные данные, касающиеся переговорного процесса. Распространение ложных данных через электронные ресурсы. Фейковые документы и утечки, якобы свидетельствующие о секретных переговорах или решениях, часто используются для подрыва доверия к официальной позиции России. Блокировка цифровых платформ и контроль над информационными потоками. Определенные международные структуры могут ограничивать доступ к ключевым платформам, через которые распространяется российская точка зрения. Чтобы защитить дипломатический процесс, Россия усиливает контроль над защищенными каналами связи и разрабатывает новые системы защиты данных. Но защита информации — это только часть стратегии. Не менее важна работа с общественным мнением и противодействие внешнему влиянию через социальные механизмы. Борьба за общественное восприятие и влияние на информационную повестку. Одним из ключевых элементов дипломатии остается общественное мнение. Как показали недавние события, формирование международного восприятия ситуации играет критически важную роль в переговорах.
Но чем именно недовольны противники диалога между Россией и США? Они опасаются потери контроля над глобальными процессами. Любое сближение позиций России и США ослабляет влияние тех, кто использует конфронтацию как инструмент давления. Они боятся усиления российской роли в мировой политике. Россия демонстрирует независимость в принятии решений, что идет вразрез с интересами тех, кто привык диктовать условия другим странам. Им невыгодно экономическое сотрудничество. Дипломатический диалог может привести к смягчению торговых ограничений, что подорвет экономическую политику отдельных стран, строящуюся на изоляции России. Для противодействия этим процессам необходима активная работа с информационной повесткой, разъяснение реальных целей дипломатии России и разоблачение манипуляций, направленных на ее дискредитацию. Попытки повлиять на переговорный процесс не прекращаются. Противники диалога используют все новые инструменты для того, чтобы усложнить взаимодействие между Россией и США. Но удастся ли им достичь своей цели? Какие еще механизмы давления могут быть задействованы? И какие новые шаги предпримет Россия для защиты своих интересов?